Друзья, всем огромный привет! Сегодня, как я и обещал, хочу записать видео об опыте использования данного шуруповерта. Это мой шуруповерт, который я купил к сезону. Называется он Heimerdinger, и заказывал я его с AliExpress. Вот уже 2 месяца я им пользуюсь, и в принципе никаких нареканий у меня к нему нет. Но есть нюансы, о которых я хочу вас предупредить, и может быть которые вам помогут в выборе шуруповерта. Ну, начнем с того, что я советую покупать батарею 6 ампер часа. Мне, в принципе, и подписчики писали, что такая батарея держит на морозе лучше, и ее надольше, конечно, хватает. Но, к сожалению, будьте готовы, что 6 ампер часа доставляется только с Китая. Из России только 4. Поэтому я к сезону и заказывал в торопях 4 ампер часа. Но с другой стороны, не было еще ни одного случая, чтобы все батарейки высадились в хлам, в ноль. Вот сегодня, так скажем, неудачная рыбалка была. Всего одну рыбку поймал, которую отпустил. Небольшой что-то. Да. Интересно, весь такой или есть нормальный? Набурил я около, наверное, 40 лунок. Где-то лед влажный, где-то сухой. Лед достаточно толстый, практически со шнек. И, соответственно, батарейка одна высадилась. Давайте поговорим немножко о минусах. Какой минус у этого шуруповерта? Лично для меня был всего один минус. Он связан с тем, что слишком быстро батареи вымораживаются. Особенно на морозе. Сейчас погода уже весенняя, и, в принципе, он прекрасно работает. Но вот именно даже не в мороз, а в ветер сильный, он достаточно сильно вымораживался. Но опять же повторюсь, что 2 батареек мне всегда хватало. Без проблем. Кстати, да, и особенность этих батареек у него и вообще шуруповерта, что когда батарея вымораживается, у него срабатывает защита. Он перестает бурить. Вот такая вот особенность. Думаю, что все, батарейка как бы уже полностью иссадилась, и это типа слишком быстро проходит. Но нет, это включается защита по мере того, как промораживается батарейка. Как вы видите, он у меня целехенький, достаточно качественный пластик. Вот это черное, это все прорезиненное. Но я его таскаю в чехле, поэтому на внешний вид мне, в принципе, по сути, вообще без разницы. Сейчас покажу, как я после нескольких рыбалок стал делать, и это очень помогло. Я купил вот такой вот чехол. Фирма Лодки Поволжья. Заказывал я на Озон. Под каждым видео все ссылки на шуруповерт, на шнеки, на удочки есть под моими видео. И в подарок шел вот такой вот чехол для запасной батарейки. Ну и соответственно я сначала одевал вот так вот на шуруповерт этот чехол для запасной батарейки. Оставлял его так. Потом я одевал основной чехол. Все это дело застегивал. И вот в таком виде он держится практически весь день на морозе. И получается вот такая очень утепленная батарейка. И это мне помогло, и стало хватать одной батарейки на всю рыбалку, если есть рыба и ты не слишком много буришь. Сейчас я его откручу. По поводу вообще настроек, как лучше бурить и в каких режимах. Первостепенно вы должны установить вот этот рычажок на H и, соответственно, режим поставить сверление. Как вы знаете, наверное, смотрели в других обзорах, здесь есть режим шуруповерта, есть режим сверления и ударный режим.
Соответственно, когда вы переводите в режим сверления, многие блогеры говорили, что нужно обязательно ставить на единицу. Я разницы особо не заметил. И как потом вычитал, что вот эти настройки от единицы до двадцатки действуют только на шуруповерте, на режиме шуруповерт. Соответственно, в режиме сверления без разницы. Вот как у меня единица встала, так я все время и бурил на единице. Все, больше ничего здесь трогать не нужно. Когда мы вставляем в переходник, мы максимально сколько можем вот эти щелчки закручиваем. И обязательно сделайте такую штуку. Когда вы закрутили, нужно кратковременно нажать пуск. В этот момент включается частичная блокировка патрона. То есть здесь нет полной блокировки патрона, но у меня за все это время ни разу за счет частичной блокировки не выскакивала вот эта часть переходника из шуруповерта. Ни разу такого не было. И, соответственно, уже начинаете бурить лунки. Как я бурю лунки? Я уже об этом рассказывал, но повторюсь еще раз. Я не пользуюсь ручкой, потому как не вижу в ней абсолютно никакого смысла. И за столько рыбалок ни разу как бы не пожалел об этом. Хотя мне писали, ощутишь потом и станешь брать ручку. Во-первых, есть риск с ручкой разломать весь шуруповерт нафиг. Поэтому я взял себе переходник с ручкой, и мне этого достаточно. Я становлюсь вот так. Правой рукой я держу ручку переходника, левой я нажимаю вот таким образом на шуруповерт. Сейчас у меня вот эта часть скрипит, если слышите. Надо будет смазать, видать, заржавело. И поэтому такой звук происходит. И все, и начинаем бурить. Все, лунка просверлена. Плюс еще то, что переходник нужен с ручкой. Это, конечно же, вы, во-первых, страхуетесь, что у вас шнек никуда не ускачет. Не дай бог, если выскочит шуруповерт, но такого, повторюсь, ни разу у меня не было. Ну и всю разработку лунки вы проводите непосредственно держась и делая давление на именно ручку от переходника. Я вообще практически только придерживаю шуруповерт, чтобы внутри ничто не расшатывалось и не сломалось. Вот. В принципе, это то, что я хотел вам рассказать. По поводу шнека. Шнек меня полностью устраивает. Хороший шнек. Продавался сразу с переходником, с 2 комплектами ножей. Шнек тонаровский Моторшторм меня полностью устраивает, 130-й. Многие, кстати, в том числе и я иногда бурю вот таким образом. Но, как я уже тоже говорил в прошлых видео, у меня висит эхолот, и я боюсь, что замотает шнек мой шнур от эхолота. А так вы прижимаете, держите ручкой, так даже более безопасно будет. И поднимайте именно за ручку, не за шуруповерт. Думаю, что это видео в большей степени будут смотреть уже перед следующим сезоном. Ровно 2 месяца я им пользуюсь, нареканий вообще никаких нет. У нескольких знакомых тоже есть такой же шурик, тоже проблем нету. Если, например, попробовать купить более качественную батарейку, то сюда подходят батарейки от Метаба. Ну что ж, друзья, на этом все. Зимний рыболовный сезон 2021-2022 уже подходит к концу. Скоро будет уже закрытие сезона. На этом я с вами попрощаюсь. Думаю, видео будет вам полезное. Всем пока, до новых встреч. Встретимся на той самой любимой рыбалке.